Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами, как всегда, я, Ольга Молодцова. Сегодня мы будем готовить хворост. Это настоящее воспоминание из детства, и я считаю незаслуженно забытый десерт, потому что его любят как взрослые, так и дети. И для него нам понадобятся следующие ингредиенты. 250 граммов муки, 2 желтка, 25 граммов сливочного масла, 50 миллилитров молока, 1 столовая ложка водки, 1/4 чайной ложки соли и сахарная пудра для посыпки. Я всегда считала, что для хвороста сахарной пудры много не бывает, поэтому ее можно использовать столько, сколько вам захочется. Ну а мы начнем замешивать тесто. Муку хорошо растираем солью, маслом и желтками. Вот такая крошка у нас получается. Затем добавляем молоко и водку. И замешиваем густое однородное тесто. Дальше это будет удобнее делать руками прямо на столе. Если тесто получается слишком сухим, то можно добавить немного молока. А если слишком жидким, то немного муки. Вообще оно должно напоминать тесто для пельменей. Плотное и гладкое. Замешивать тесто нужно несколько минут до гладкой однородной текстуры. Когда тесто хорошо вымешано, его нужно скатать в шар, завернуть либо в пищевую пленку, либо во влажную салфетку и оставить минут на 15-20. Сохнуть оно не должно. Тесто у нас постояло. Теперь берем небольшую часть и очень тонко раскатываем. Толщина должна быть 1–1,5 мм. Благодаря этому хворост будет нежным, воздушным и хрустящим. Оставшуюся часть снова заворачиваем в пленку и убираем. На муке это тесто раскатывать нежелательно, так как она будет гореть в масле. Лучше это делать на гладкой поверхности или с использованием растительного масла. Нарезать хворост можно по-разному, полосками, квадратиками, цветочками. Я покажу сейчас способ, которым нарезала хворост еще моя бабушка. Вырезаем ровный прямоугольник, делаем посередине надрез и продеваем через этот надрез один раз. Получается вот такой хворост. Также можно сделать хворост в виде цветочков. Для этого нужно сначала вырезать кружки, а затем надрезать края в виде лепестков. Жарить хворост нужно в большом количестве раскаленного растительного масла. Он там должен просто плавать. Для этого подойдет любая глубокая посуда, например, вок или кастрюля, глубокая сковорода, можно использовать фритюрницу. А обжариваться хворост должен до золотистого цвета. Проверяем, насколько раскалилось масло, опускаем хворост, и если он сразу начинает пузыриться, можно жарить. Первая сторона готова, теперь переворачиваем и обжариваем со второй стороны. Хворост выкладываем на бумажные полотенца или салфетки, так мы уберем лишний жир. Убираем хворост с салфеток, перекладываем в другое блюдо и украшаем сахарной пудрой. Переворачиваем и вторую сторону также посыпаем пудрой. Вот столько хвороста получается из этого количества теста. И этот хворост хрустящий, нежный, воздушный и очень вкусный. Если вам понравился этот рецепт, то обязательно поставьте лайк. Поддержите меня подпиской и также нажимайте на колокольчик, тогда вы будете в курсе последних рецептов. Пишите мне комментарии, будем общаться. А также заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм. Все ссылочки в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все. Приятного вам аппетита. Пока!